Всем привет! Наверняка всем знакомо, когда путешественники посещают крайние географические точки страны. Я вот, например, пока был только на крайне северной, куда можно доехать на мотоцикле, на полуострове Рыбачий. И вот в этом году я решил пополнить свою коллекцию и посетить Калининград, крайнюю западную точку России. Выехал я довольно поздно, движение на Кольцевой было уже плотное. Сегодня планировался не очень большой пробег, и я решил не торопиться. Как обычно, мой путь лежит через Прибалтику, но в этот раз я поеду не привычной дорогой на Ригу, а через Даугавпилс. Я там был только один раз и толком город не посмотрел. Теперь, как говорится, наверстаю. Дорогу до границы описывать не буду, ездил уже раз 100. Погода отличная, солнышко, ехать одно удовольствие. Последняя заправка перед границей в Шумилково. Сейчас вот пью кофе, заправился и пойду стоять в очереди. Очередь на границе была приличная, около 15 авто, но пограничник отказался пропускать меня вперед. В общем, стоим и ждем. Как обычно, в таких очередях завязывается общение. Вот и я скоротал время, болтая с соседом. Я как-то раз у финнов заехал. Он меня спрашивает: Европаспорт. Извините. Он такой с юмором мужик попался. Наконец обе границы пройдены, но день уже основательно клонится к вечеру. Ну вот, только что прошел границу. 2 часа. Заехал в 4, выехал в 6 с копейками. Граница вот там. А мне вот туда. Перед стартом мой товарищ Паша накидал мне красивый маршрут. Он был чуть длиннее, чем доехать напрямую, но места были столь живописными, что по дороге я не раз поблагодарил его за совет. Да, действительно, какие офигенные дорожки. Деревья как стены прям. Очень красиво. Пашка, спасибо. Суперская дорожка. И это еще только начало. В Латвии очень много ремонтов дорог. Асфальт снят, впереди идущие авто поднимают много пыли. В какой-то момент я поднял визор и через минуту поймал глазом насекомое. Какую поймал глазом? Больно как, а? Какая жесть, а? Глаз как слезится, черт возьми, а? Протер глаза на ходу и ускорился. Вечерело довольно быстро, а приезжать к человеку посреди ночи мне казалось не очень удобно. Наконец я доехал до Даугавпилса. Время уже 11. Вон Стелла на въезде в город подсвечена очень красиво. Ну, надеюсь, Паша меня дождется и спать не ляжет. Уже в 12 часу въезжаю в город. Немного поплутав в темноте по улицам, навигатор выводит меня к железным воротам. Давно ожидающий Паша впустил меня внутрь. Ну, спасибо. Фух. Вот это было, блин, мощно. Здорово. Давай. На следующий день Паша запланировал взять у товарища каяк и сплавиться на нем вниз по реке Даугава. Для меня это транспорт новый, и идея мне понравилась. Погрузили каяк в машину, поднялись на несколько километров по реке вверх и отчалили. Река не глубокая, но в некоторых местах течение довольно сильное. Я не сразу привык держать равновесие, но потом втянулся, и мы поплыли вниз по реке, стараясь держаться посередине. Через некоторое время причалили к маленькому островку, перекусили и искупались. Я нашел посередине реки отмель, где вода была очень теплая. Леха в Даугаве балдеет. Да. Я по колено, вода теплющая.
Вообще просто супер. Справедливости ради скажу, что дальше мы все-таки умудрились разок перевернуться, чуть не утопив камеру и телефон. Но все кончилось благополучно. Проплыв еще около часа, мы причалили к берегу, где нас уже поджидал Пашин друг Дима. Ех, только в лодку не залезай. О, давай, левым. Далее мы отправились посмотреть главную достопримечательность Даугавпилса – Динабургскую крепость. Заложенная еще в 1810 году по инициативе тогдашнего военного министра и полководца Михаила Барклая де Толли, она даже в недостроенном виде оказала серьезное сопротивление войскам Наполеона в 1812 и была оставлена гарнизоном только спустя 2 недели ожесточенных боев. Французы разрушили крепость, но уже в 1813 году строительство было продолжено. С тех пор укрепление не принимало участия в боевых действиях и было по большому счету складом и местом обучения войск. В годы Великой Отечественной крепость, как и город, была захвачена немцами, а на ее территории находился лагерь для военнопленных Шталаг-340 и еврейское гетто. Сейчас крепость потихоньку реставрируют, но работы еще много. Часть стены с главными воротами и некоторые внутренние здания приведены в порядок, но если пройти дальше вдоль стен, все скрывается в буреломе и непроходимых кустах, а ходить по бастионам местами опасно из-за возможности обвала. Но такие места даже более интересны. В итоге мы гуляли по крепости до позднего вечера. Утром я собрался дальше. Сегодня у меня по плану пересечь Литву и заночевать в кемпинге на Виштынецком озере, рядом с границами Польши и Калининградской области. Составить мне компанию на половину пути вызвался товарищ Паши Сергей. Мы покатили по живописным второстепенным дорогам. Вот кончилась Латвия и началась Литва. Едем время от времени, приветствуя встречных мотоциклистов. Примерно через 80 километров мы остановились на парковке в городке Ингалина. Здесь наши дороги расходятся. Сергею нужно было ехать по своим делам. Также я заметил, что у меня пропал интернет и хотел разобраться, в чем дело. А что это тут связь такая херовая? Интернета нету. Починив интернет, распрощались. Сергею пора обратно, а я двигаюсь дальше к границе. Ну давай. Давай, дружище. Проехал город Алитус, 100 километров осталось до кемпинга. Сейчас чуть-чуть заправился и сейчас поеду, куплю пиво. Но в магазине, куда я заехал за продуктами и пивом, мне объяснили, что, оказывается, в Литве алкоголь можно приобрести только до 20:00, чего я никак не ожидал. Правда, в кемпинге пиво все-таки продавали, и замечательный вечер завершил наполненный событиями день. Всем доброе утро. Отлично выспался. Вот сейчас завтракаю и потихонечку буду двигать в сторону Польши. Позавтракал, собрал палатку, все упаковал и в путь. Кстати, совсем недалеко от места, где я ночевал, находятся руины Волчьего логова, ставки Гитлера, откуда он командовал Восточным фронтом. Я с моим увлечением военной историей просто не мог пропустить такое место. Границу я пересек совершенно незаметно для себя. Определил это только потому, что изменились номера машин и надписи на дорожных знаках. Но это лишь на первый взгляд. Потом заметил, что и деревни здесь немного другие, и вдоль почти всех дорог плотным коридором растут деревья. Ну вот я заправился, теперь двигаюсь к Волчьему логову. По навигатору там примерно километров 70 или 80, что-то такое. Ехать совсем недалеко. Волчье логово находится в лесу, рядом с городком Кеншин, и примерно через пару часов я был на месте. Ну, в общем, я доехал. Вот я нахожусь уже здесь. Вот план.
экскурсия стоит на русском 20 евро, и нужно ждать примерно полчаса. Я так что-то подумал, я сейчас все это прочитаю и пройдусь, посмотрю. В принципе, все не так сложно, а более-менее историю я знаю. История этого места начинается в 1941 году, когда Гитлер распорядился построить командный комплекс для более удобного управления войсками на Восточном фронте. Именно отсюда шло командование операцией «Барбаросса». Но в основном это место известно благодаря неудачному покушению на фюрера, когда 20 июля 1944 года полковник Клаус фон Штауфенберг подложил портфель со взрывчаткой под стол в зале совещаний. А вот то самое место, где фон Штауфенберг пытался взорвать Гитлера. То есть вот именно вот тут все и произошло. Ничего не осталось. То есть, я так понимаю, эта крыша легла просто на пол. Все высшее руководство Третьего Рейха также имело личные штаб-квартиры в этом комплексе, но самый громадный бункер принадлежал понятно кому. А вот это непосредственно бункер Гитлера личный. Сохранился хорошо. Его, конечно, тоже подорвали. Вот обрушенное крыло. Но основная часть стоит. Тут пирамида Хеопса настоящая. Сейчас это совершенно циклопического вида бетонные развалины, внутри которых, несмотря на предупреждающие надписи, полно туристов. Кстати, возле каждого объекта есть стенд на 4 языках, в том числе и на русском. Вот моей головой вывеска. Там надпись по-русски, она немножко с ошибкой. То есть вход в руины бункеров воспрещен, угрожает опасностью. Немножко неправильно, ну ладно, все же понятно. В целом, как промежуточную точку поездки, я бы оценил это место на твердую 4. Если вам интересна история, заехать посмотреть стоит. Экскурсию на русском брать смысла нет, достаточно предварительно почитать об этом и использовать пояснительные стенды. Ну или хотя бы посмотреть фильм «Операция Валькирия». Нормально. Имеет смысл заехать, посмотреть. Все, я иду к мотоциклу и двигаю дальше. Но судить о стране только по приграничным деревенькам было бы необъективно, и я решил на пару дней остановиться в городе Гданьск, что на берегу Балтийского моря. По дороге забронировал через букинг место в хостеле и выдвинулся. Ну все, заселился в гостиницу. Вот она. Нормальный хостел, хороший. Соседи сплошные иностранцы, немцы, англичане. Вот. Все, иду по городу. Гданьск – старинный польский портовый город, в котором сейчас проживает примерно 500 000 человек. Очень много старых зданий прекрасно сохранены и придают городу средневековый колорит. Например, ворота кран Журав XIV века. Он был одновременно и воротами, и оборонительным сооружением, и подъемным краном. На улицах полно туристов. Кроме польской, слышна немецкая, английская и русская речь. Народу очень много, и, как выяснилось, этому есть причина. Сегодня день ярмарки Святого Доминика, кажется. 759-я, по-моему, годовщина. Так что народу полно, все гуляют, все что-то покупают, все сидят в кафе, кушают. Я тоже решил перекусить, нашел хорошую кебабную и очень неплохо подкрепился. Ценник примерно такой же, как и в Питере, разве что пиво немного дороже. Кстати, о пиве. Из-за него у меня произошел небольшой инцидент с полицией. Дело в том, что в Польше алкоголь можно употреблять только в специальных заведениях. За распитие в других общественных местах штраф 100 злотых. Бутылка в пакете также не является смягчающим обстоятельством, но патрульные посмотрели мои документы и ограничились просто предупреждением. На следующий день я решил посетить музей Второй мировой войны, которая началась с нападения немцев на польские объекты как раз здесь, в Гданьске. Я удачно попал на вторник. Оказалось, что именно в этот день один билет можно взять бесплатно. Заплатить придется только за аудиогид на нужном языке. Кстати, здесь также вся информация продублирована, в том числе и на русском. Но сам музей оставил у меня, мягко говоря, двойственное впечатление. С
точки зрения качества исполнения экспозиции и технической части отлично, но информация, которую давал мне аудиогид, местами просто вызывала оторопь. Нет, я прекрасно понимаю, что сейчас политические отношения между нашими странами не очень, но чтобы так откровенно ставить факты с ног на голову, особенно когда знаешь, как развивались события этих лет и причины, которые привели к этому, столь откровенное замалчивание одних моментов и несоразмерное выпячивание других очень бросается в глаза. Что я могу сказать? Честно сказать, я ожидал чего-то подобного. Но много народу. Это все смотрят, слушают дети. Результат немного предсказуем. На следующий день я вдруг обнаружил пропажу свидетельства о регистрации мотоцикла. Перерыл все вещи, но ламинированной карточки нигде не было. Стал вспоминать и пришел к выводу, что обронить я ее мог на парковке в Волчьем логове. Покопался в интернете, выяснил, что нужно идти в полицию, брать у них справку о том, что я заявил о пропаже, и уже с этой бумагой проходить границу. Я попытаюсь это сделать в Калининграде. Все-таки Россия. Туда уже почтой скоростной летит мой ПТС. Посмотрим, что из этого получится. Я отправился в ближайшее отделение полиции. Оказалось, что эту проблему решить совсем несложно. Больше трудностей доставило то, что я не знал польского. Но английский творит чудеса, и скоро я с заветной бумажкой направился к границе с Калининградской областью. Сейчас будем проходить границу. Если честно, понятия не имею, как оно пройдет. Но, к моему удивлению, никаких проблем на границе не возникло. И уже через полчаса я заруливал на стоянку, где меня поджидал мой калининградский друг Гена. Мы справились в сторону Калининграда, попутно заехав на заправку. Дело в том, что границу я проходил с почти пустым баком, ради экономии средств, собираясь заправиться на нашей территории. Кстати, Гена заметил, что у меня подспущено заднее колесо. И точно, ровно по центру баллона торчал шуруп. Но колеса у гуся бескамерные, и уже через 10 минут проблема была решена. Так, ну что, тут топливо только... А вот, стой! А вот тут меня ожидало удивление. Оказывается, на заправках Калининградской области компрессоры с воздухом платные. Решив вопрос с колесом и бензином, поехали домой к Гене. О Калининграде я расскажу немного иначе, чем о предыдущих местах. Не привязываясь ко времени, я поделю повествование на более удобные для рассказа и восприятия части. Привет. С вами Лёлик и Болик. Первая часть – это пешеходная экскурсия по городу. Естественно, Гена повел меня к историческому центру, которым является в первую очередь кафедральный собор. Построенный в XIV веке, побывавший и католическим, и лютеранским, он был практически разрушен во время Великой Отечественной и после долгой реставрации был восстановлен только в конце 90-х. Как и его собратья в Питере, этот собор является местом погребения великих и знатных людей. Сейчас из них наиболее известен немецкий философ Иммануил Кант, могила которого находится у стены собора. Далее мы отправились в музей Мирового океана. В нем интересно то, что помимо обычных павильонных выставок он состоит из реальной техники – кораблей, подводных аппаратов, самолета-амфибии и подлодки Б-413. Именно ее мы и решили осмотреть подробнее. Построенная в 1968 году в Ленинграде, лодка участвовала во многих походах, ходила по Атлантике, на Кубу, побывала в Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях. В 1973 году в составе 96-й бригады подлодок Б-413 провела свой самый продолжительный поход – 392 дня без замены экипажа. Каково это было, в какой-то мере мы ощутили, спустившись внутрь. Застрял. Экипаж лодки состоял из 80 человек. И, если честно, я не очень понимаю, как они все тут вместе помещались. Очень тесно. Все пространство, которое можно занять какими-либо приборами или механизмами, занято. А при взгляде в трубу торпедного аппарата, по которой в случае опасности нужно покидать лодку, у меня, признаюсь, побежали мурашки. Под впечатлением выходим наружу. Дальше решили просто прогуляться по городу.
Конечно, я не мог побывать в Калининграде и не посмотреть знаменитые форты, построенные еще в Кёнигсберге. Один из них, вернее так называемую оборонительную башню Врангель, я видел, когда мы гуляли по городу. Теперь же мы поедем посмотреть укрепления внешнего периметра обороны, кольцом окружающий город. Не все форты открыты для посещения. Первым, куда нам удалось попасть, был форт номер 5, или король Фридрих Вильгельм III. Построенный в конце XIX века, во время Великой Отечественной, он оказал довольно серьезное сопротивление советским войскам, но был взят 8 апреля 1945 года. При штурме использовалась артиллерия особой мощности, но даже она не смогла серьезно разрушить форт. Все решили советские штурмовые группы со взрывчаткой и огнеметами. О накале боя говорит хотя бы то, что за штурм этого форта 15 бойцов получили Героев Советского Союза. Форт довольно большой, около 200 с лишним метров в длину. Часть помещений разрушена и обвалена, но в основном почти везде можно пройти. Хотя укрепление и имеет статус музея, но из экспонатов здесь лишь небольшое количество найденного железа, ржавые каски, инструменты и части оружия. Толщина стен, конечно, капец, да? Соседи вообще беспокоить не будут. Следующим фортом, который мы посетили, был номер 11 – Дёнхоф. Его гарнизон сдался практически без сопротивления, и благодаря этому форт отлично сохранился. Здесь даже некоторые механизмы вполне в рабочем состоянии. А вот эти оплавленные кирпичи не следы боя, а следствие утилизации трофейных немецких боеприпасов. Сейчас здесь также музей, но несколько более насыщенный. Посмотрев все, что было доступно, я посчитал эту часть программы выполненной. Красивых мест здесь хватает и за городом. Гена и его подруга Таня, с которой мы встретились на заправке, устроили для меня небольшую мотоэкскурсию по области. Сначала привезли на смотровую площадку возле поселка Филино, откуда открывался просто сумасшедший красивый вид. Естественно, сделали несколько фото. После этого мы отправились к главной цели моей поездки – самой западной точке нашей страны, городу Балтийск. Там, оставив мотоциклы, уже пешком вышли на Северный мол, дальше которого только море. Теперь, когда все цели поездки достигнуты, мне пора в сторону дома. Я решил ехать по Куршской косе и там же пересекать границу с Литвой. Потом мне нужно будет переплыть на пароме в Клайпеду, а дальше уже ехать знакомой дорогой. Ну ладно тогда, Ген. Спасибо тебе, дружище. Да, конечно, что ничего не ждем. Пойду я. Давай. Пока. Да, свидетельство о регистрации я решил не восстанавливать и попробовать пересечь границу, имея на руках ПТС. Ну, будем надеяться, что проблем не возникнет ни на российской границе, ни на литовской. Дорога по Куршской косе – одна из самых красивых, по которым я ездил. Еду, честно говоря, даже немножко все пытаюсь понять, что напоминает. Напоминает, кажется, Крым. Вот такие же деревья, такое же все, вот оно приземистое, круглое и очень разноцветное. По такой дороге хочется ехать просто вот бесконечно. Недалеко от границы остановился на заправке, чтобы поудобнее переложить документы, заправиться и выпить кофе. Возле границы очередь. Привычно объехал ее и остановился возле двух, судя по номерам, немцев на гусях. Where are you from? Here, North Germany. Ага. And you? Санкт-Петербург. St. Petersburg. Yes. Дальше стояли уже вместе. Потом у нас проверили документы и впустили на пункт пропуска. Мои попутчики прошли проверку быстрее меня и, попрощавшись, уехали вперед. А я с ПТС-кой немного застрял на литовской границе. Но особенных проблем не возникло и там. ПТС-ка устроила абсолютно всех. Пропустили вообще без проблем. Наш таможенник сказал, что даже там информации даже гораздо больше. Все, едем дальше. Путешествие продолжается. Теперь у меня впереди был паром.
Я не покупал билет заранее и поехал по большому счету на удачу, надеясь купить билет на месте, но вышло еще интереснее. На подъезде к пристани я уперся в длинную очередь, встал как все и стал ждать. Тут мимо проносятся два чоппера с московскими номерами, и я немедленно поехал за ними. Здрасте. Здорово. Решились? Да что-то я первый раз тут. Умереть можешь тут. Так я уже понял. Оказалось, что паром уже скоро отходит, и возиться с билетами некогда. Отлично! Касса где? Не надо, проезжайте, нету времени, мне надо. Понял. Плыть совсем недалеко, всего минут 10, но Куршский залив набит кораблями, и посмотреть было на что. Еще в Питере я планировал заночевать в кемпинге в окрестностях литовского курортного городка Паланга и даже нашел пару. Но, увлекшись дорогой, вспомнил об этом только когда уже пересек границу Латвии. Как-то я совершенно неожиданно влетел в Латвию, даже за это кончилось. Что мне дальше делать? То ли ночевать в кемпинге, то ли поехать в Ригу с знакомыми. Ну, не знаю, если он сейчас дома написал ему, если он сейчас ответит, то, наверное, поеду в Ригу. Потому что что-то холодно. Дождик, возможно. В кемпинге ночевать, наверное, будет не айс. По дороге решил завернуть в город Лиепая, посмотреть руины Либавской крепости, или как их тут называют, северные форты. Проехал город, вот уже окраина, начался лес. Сворачиваю на грунтовку, и вот по сторонам дороги показались полузаросшие, вкопанные в землю бетонные строения. Огромная крепость. Вот еще форты. Тут лазить и лазить. То есть, кому интересно, просто клад, я думаю, для вас. Эти бетонные монстры не видели боевых действий. Построенные по приказу императора Александра III для защиты порта Либава, они уже к 1908 году были признаны стратегической ошибкой и заброшены. Попытки взорвать большого успеха не имели. Время и природа доделали то, что не смог сделать человек. Очень красиво. Быстро темнело. Ехать еще чуть больше 200 километров, но гнать не хочется. Уж очень много зверья вечером бегает. Спустя примерно 3 часа, уже в полной темноте, добираюсь до места. Игорь запустил меня в гараж. Здорово! Хо! Здравствуй. Привет. Ладно, Кать, спасибо тебе большое. Надеюсь, в Питер вы все-таки приедете. Рано утром я поехал в Ригу, попутно подбросив Игоря на работу. В Риге я встретился со своим старым другом Леней, и уже вместе мы отправились к нему в Валмеру. Ленчик, Давай. давай, дружище. We will see you. Wait you. Yeah, I write you. В Валмере я пробыл недолго. Еще к Лене приехали два немецких путешественника, Давид и Жозефина. Они тоже двигались в Россию, но немного позже. Договорившись встретиться в Питере, я собрался домой. Как всегда, путь от Валмеры до границы пролетел почти незаметно. Эстония порадовала свежим асфальтом, а очереди к пункту оплаты не было. Правда, на этот раз мне пришлось подождать, пока меня вызовут на прохождение границы. Впрочем, недолго, около получаса. С ПТС снова не возникло никаких вопросов, и спустя примерно час я уже был на нашей стороне. Так мое путешествие закончилось. В общем-то, я посмотрел все, что хотел. Во всех местах, в которых я хотел, несмотря на все сложности, в общем-то, мне не помешали, а скорее, наоборот, кое-чему научили. Увидимся.